Всем привет! Для вас долгожданное видео без лишних слов. Сразу хочу извиниться за то, что не выкладывала видео уже больше 2 месяцев, но многие из вас понимают, что на то были и есть весомые причины. Сегодня будет маникюр для беженки. И прежде чем начать свою работу, хочу предупредить, что ваши сообщения с вопросами или просьбами в соцсетях на данный момент я не читаю, так как ежедневно я получаю подобные сообщения тысячами. А читать необоснованное, простите за выражение, г***о от совсем посторонних и незнакомых мне людей мне не интересно. Поэтому хочу попросить всех тех, кто так же, как и эта мамочка 3 прекрасных дочерей хотели написать мне подобную ересь, пожалуйста, уделите внимание своему ребенку, а не пишите оскорбления и унижения чужому. Ладно, фиг с ним, давайте забудем о плохом и начнем любимую работу. Повторюсь, сегодня маникюр для беженки. И в конце я расскажу, почему именно это цветовое сочетание и именно этот дизайн выбрала моя клиентка. Досмотри до конца. Вообще морального ресурса работать у меня не было. Но когда я увидела, с чем мне предлагают работать, я поняла, что это то, что меня отвлечет. И я с радостью взялась за эти ногти, которые делаю бесплатно. Предположительно, это был один из популярных на это время дизайнов. Хотя глубина этого аквариумного дизайна четко показывает то, что мастер был супер щедрым на материалы и очень-очень старался. Сейчас я это все исправлю. Вначале руки необходимо обработать антисептиком. По определенным причинам кожа рук сухая и обветренная. В некоторых местах присутствует отечность и болезненность суставов, поэтому после процедуры обязательно даем рекомендации по уходу за кожей рук и контакты доктора для консультации. Снимаю материал все той же самой грубой керамической насадкой с черной насечкой. Работаю ей уже больше года, а она все такая же острая. А сейчас обратите внимание на реакцию клиентки, когда фреза коснулась ногтя. Видите? От первого касания клиентка дернулась. В нашей работе мы обязательно должны коммуницировать с клиентами и узнавать, не больно ли, все ли хорошо. Ведь под материалом может быть травмированный ноготь, либо поврежденный, и клиенту может быть больно. А по незнанию или любым другим причинам клиент может просто терпеть, молчать и терпеть. Так вот, чтобы клиент не терпел, нужно спрашивать. Я спросила, что случилось, на что клиентка ответила, что просто испугалась. Дело в том, что до этого предыдущий мастер делала коррекцию без аппарата. Весь старый материал снимался пилочкой. Поэтому от неожиданности и от непривычных ощущений от аппарата клиентка просто дернулась. Слава богу, с ногтем все хорошо и ей было не больно. А тем временем я добралась до этого пузатика с модным дизайном. На видео, возможно, не так это видно, но мне пришлось не то что очки одеть, я надела экран, потому что с ногтя отлетали целые куски. Куски декора, куски непросушенного геля, куски еще чего-то. Я решила защититься по максимуму. А дальше мне оставалось лишь пилить и пилить. Кстати, во время работы запах от спиленного материала был какой-то необычный. Какой-то запах сырости или запах шампиньонов сырых. Кто-то из вас с таким сталкивался? Если да, напишите в комментариях, что это за гель или что за странный запах. Запах именно от материала, не от ногтей. Но знаете, кое-что в этих ногтях меня приятно удивило. В этих ногтях практически не было отслоек. Они были, конечно, но спустя такое время и в таких местах это вполне нормально, не критично. А почему меня это удивило? Дело в том, что от такой толщины материала на ногтях отслойка должна была появиться буквально через неделю. Но сцепка с ногтем была отличная. Мастеру браво! И сейчас очередное подтверждение тому, что после другого мастера материал желательно убирать под 0, как можно тоньше, ведь отслоечки могут быть и скрытыми. Как вот, например, здесь и сейчас. Эту отслойку мне было не видно.
Каждый ноготь не без сюрпризов. Добралась я к следующему, и его неестественная желтизна меня поначалу испугала. Вначале я, естественно, подумала, что это просто засохший суперклей. Получила ответ, что суперклея здесь нет и не было. Дальше я уж было подумала, что все-таки поврежден натуральный ноготь. Возможно, там грибок или анихолизис. Но когда фреза спилила эту желтизну, я поняла, что все не так плохо. И также в процессе разговора выяснилось, что клиентка начала очень активно баловаться сигаретками, отчего ноготь и пожелтел. Кстати, курение вредит вашему здоровью и убивает. А еще мне стало интересно, у всех ногти окрашиваются в желтый цвет, кто любит баловаться сигаретками, или это зависит от качества табака? Буду рада объяснениям. Ну и наконец-то я спилила эту толщину. Перейду к работе с пилочкой. Сейчас тратить время и придавать форму свободному краю не имеет смысла. Это мы сделаем после. Вначале просто зашлифовываю часть натурального ногтя. Она должна быть шершавой. Ну а далее вскрытие хрустящего прожаренного крафт-пакета при клиенте. Тратить время на отодвигание кутикулы я также не буду. Сразу беру алмазную фрезу торнадо с синей насечкой.
Кончиком фрезы подсекаю саму кутикулу и отклеиваю ее от ногтевой пластины. Нижний угол между кутикулой и фрезой составляет приблизительно 45 градусов. Ноготь на большом пальце обрабатываю сразу, вначале на форварде, затем на реверсе и сразу выворачиваю кутикулу. А уже после конвейерным методом обрабатываю все 4 пальца от указательного к мизинцу. Затем, переключив аппарат на реверс, иду в обратном порядке от мизинца к ногтю указательного пальца. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Time to deal
Кутикула толстая и резиновая. Шар беру с синей насечкой. Обороты приблизительно 18 тысяч. Истончаю кутикулу, место ее крепления к коже. Затем подсекаю и делаю срез. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. From the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break this. Убрав пыль, перехожу к обработке ногтей. Первое – дегидратор. Средство, которое временно обезвоживает поверхность ногтей. Испаряется на глазах. Руки и ногти чрезмерно пересушены, поэтому бескислотный праймер. Сохнет на воздухе 5-10 секунд. Работать сегодня буду материалами фирмы Patrice Nail. Материалы хорошего качества в носке показали себя отлично. Все материалы я покупаю. На данный момент по бартеру не работаю. В начале практически все ногти я покрываю гибкими базами. В данном случае раббер от Patrice. Покрытие происходит втирающими движениями, но материала на ногте должно быть больше, чем супертонкая пленочка. Обычный средний слой. Далее ногти сушим в лампе. После этого я буду делать укрепление твердым гелем. Гелем также от фирмы Patrice Nail. Цвет красивый, приятный, нежно-персиковый. Консистенция также идеальная. Этот гель хорошо самовыравнивается, гель послушный, легок в опиле, не течет и не печет в лампе.
Вначале весь ноготь перекрываем тонким слоем. От кожи делайте отступ приблизительно в 2 мм. Не забывайте про усадку материала, даже если говорят, что этот гель усадки не дает. После выкладываем объемную капельку и распределяем по всей поверхности ногтя. Тонкой кистью при необходимости помогаем распределиться материалу. У данного геля настолько приятная консистенция, что можно сделать выравнивание сразу на 4 ногтях. Что мы и делаем. Вначале перекрываем весь ноготь, затем добавляем объем материала, распределяем и тут же переходим к следующему пальчику. После сушим в лампе. Укрепив все ногти, снимаем липкий слой. А вот теперь можно и переходить к корректировке и выравниванию свободного края, приданию формы. Опиливаю свободный край. Поставив ноготь на пилочку, поднимаю и выравниваю нижние параллели. Далее мягкой стороной пилочки выравниваю поверхность ногтя и довожу форму до идеала. Перед декоративным покрытием необходимо избавиться от ненужной толщины и старого ногтя. Поэтому переворачиваем ручку и керамической насадкой выпиливаем все, что не нужно.
Тщательно убрав пыль, переходим к дизайну. Практически все ногти перекрываю ярко-красным цветом гель-лака. Около кожи делаю отступ в 1 мм. Перекрыв таким образом все ногти, отправляю сушиться в лампу. Далее с помощью тонкой кисти аккуратно прокрашиваю ноготь около кожи. И вновь отправляю в лампу. Беру глиттерный красный гель-лак и перекрываю все красные ногти. После сушу в лампе. Ногти безымянных пальцев перекрываю черным, не полностью. Делаю все по указке клиента. Кистью слегка выравниваю контур. Чтобы немного приглушить ярко-красный цвет, я беру гель-лак с эффектом капрона. Это полупрозрачный черный цвет. Им я перекрываю все красные ногти. Так красный цвет станет немного приглушенным, но блеск от глиттера все же останется. Далее на липкость всех цветных ногтей перепечатываю голографическую красную фольгу. А что за дизайн и почему моя клиентка выбрала именно его, я расскажу в конце видео. Перепечатав фольгу, все ногти перекрываю глянцевым топом. Под глянцевым покрытием ноготь показывает сразу всю свою глубину дизайна. Ноготь безымянного пальца с черным дизайном перекрываю матовым топом. Далее мне понадобится светоотражающий гель-лак. Им клиентка велела нарисовать завитки на черной основе ногтя. После просушки эти завитки необходимо перекрыть глянцевым топом. Далее беру мое самое любимое масло для кутикулы. Я заказывала его на одном из сайтов и выбирала аромат по описанию. На флаконе номера запаха нету, и найти такое же теперь у меня не получается. Но если вдруг вам оно где-то попадется, обязательно покупайте. Это сухое масло для кутикулы, которое не оставляет после себя супер жирного блеска, а лишь приятный аромат жвачки. По капельке на каждый пальчик и растираем. Далее с помощью шлифовщика втираем масло в кожу и избавляемся от ненужных оставшихся заусенец. Беру крем, которым активно пользуются мои клиенты с проблемной кожей. Сейчас он как никогда кстати. Втираю крем в кожу, параллельно делая массаж рук. От этого клиенты максимально в восторге. Ну а теперь стоит посмотреть и на результат. Получилось очень даже эффектно. И сейчас я расскажу, почему же выбор остановился именно на этом цветовом сочетании. А все потому, что червоне то любовь, а черное то журба.
Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал. Не переключайтесь. Дальше больше. Пока-пока.